Доброго времени суток. Многие знают, что такое черемша, но не все знают, как ее сохранить. Многие с ней делают то, что я считаю бесполезным. То есть, скажем, что сено поесть, что черемша, которая там сделана. То есть люди понимают, что такое запах, но не понимают, что такое польза. Это я сделал вывод из тех людей, которым я говорил, объясняю. Поэтому в этом фильме я говорю какую-то часть именно полезности и как ее сделать. Но если у вас возникнут вопросы, я с удовольствием отвечу шире. Потому что мы биоэлектромеханические создания, для которых нужны те вещества, которые нам дают силу, энергию, сообразительность, смелость, боязнь, все подряд. Так что смотрите, комментируйте, критикуйте. Я с удовольствием это приму. Жена вчера принесла из лесу черемшу. И я предложил ей, говорю, давай я сделаю, чтобы не хранить ее длительно, потому что многие пытаются ее хранить, засыпают солью там. Каждый по-разному. Я ей предложил тот вариант, который знаю я. Во-первых, сильно полезный. Почему? Потому что с маслом конопли она будет очень-очень долго храниться в холодильнике. А если ее еще подсолить морской солью, это мы просто насыпали, потому что мы простую соль практически не едим. Практически. Я не буду кривить душой, мы все-таки ее едим иногда там, когда квасим капусту, к примеру. А так питаемся в основном такой солью. И я покажу, что в итоге получится. Ах да, это я, чтобы вы не сомневались, что это черемша. Я листики несколько штук оставил. Но я не думаю, что у вас возникла мысль о том, что я жульничаю. Так как мошенников валом и разных других, в общем-то, я покажу, что где-то я не дорезал. Ничего страшного. И вам еще потом кое-что скажу. Секундочку. Вот я все подготовил. Соль, масло и порезанную черемшу. Масло запечатанное мы вчера купили. Я не знаю, оно не становится прогорклым, если его правильно соединять, даже с лимоном. То есть оно не хранится долго, но не теряет своих супер вариантов. Так, сейчас будем поливать. Я лью приблизительно столовую ложку. Чуть больше может быть. Не знаю. А солю совсем немножко. Просто чисто, чтобы чуть-чуть. Дырочки маленькие, как вы видите, поэтому. Подсолить всегда можно при употреблении. И все это я перемешаю. Так как неудобно снимать и мешать, я вначале остановлю. Все перемешано. Я не отжимаю, не сильно нажимаю. Просто перемешал, чтобы было в масле. То есть происходит просто консервация маслом. И это будет просто дополнение к салатам и просто к еде. И мы еще будем поливать это все соком лимона, но во время употребления. Приятного аппетита! С вами инвалиды, так сказать, на кухне правильного питания. Чтобы у вас не возникло мнение о том, что я что-то постоянно изобретаю, я маленькую подсказку скажу. Черемша, как же он называется, вещество? Летин, кажется, летин. Это самое большое
вещество, которое через 12 часов из вот этой нарезки сделает анти. Через 12 часов эта смесь, благодаря аллицину, которого много очень в черемше, это будет очень антибактериоцидный вариант. И вы сами ощутите, если вдруг, ну мало ли, с соплями там, с покашливанием. Но если вы будете просто ложками это есть, это одно. А если вы будете пережевывать, терпеть тот неприятный чесночный кому-то вкус или запах, то, конечно, флаг вам в руки. Приятного вам всем аппетита и правильного использования продуктов. Совмещение, а это не будет той слизи, из-за которой мы все, в общем-то, и болеем. То есть болеем. Я оговариваюсь, вы уж меня извините, да? Пока. Для того, чтобы правильно понять, что я вам говорю, ну что это такое, да? Ну это как бы заправка. Многие хозяйки солят солью, так, чтобы аж когда достали, положили, она покрылась клубком соли. Это не очень хорошо, потому что нашему организму соли много не надо. Мы же не олени, не бараны, которые соль лежат. Поэтому эта заготовка, она рассчитана на 2-3 дня. Вот, тем более количество небольшое. А мы с женой, в общем-то, любим зелененькое. И во время еды, добавив лимона натурального, ну уже когда кушать будем, это придаст своего рода определенный эффект. Через 12 часов эта смесь будет супер бактериоцидной, потому что там лецитин. То есть в листьях именно черемши, или по-немецки берлаук, немецкого лука, ее очень много. Приятного вам аппетита и будьте здоровы! Ну вот и все. Упакуем и в холодильник. Все в холодильнике, потому что она не любит свет, когда уже порезана, тем более. А это морская капуста. Это тоже мы обожаем всей семьей. Но я люблю морскую капусту со свежепорезанной форелью. Именно желательно в пойманной, желательно это, но не всегда приходят мечты и желания одновременно. Это наша капусточка, а это наша рыбочка. А в морозильнике лежит жучок. Тот, который я обещал показать и порезать. Ну, я показать-то покажу, но резать будем позже. Вот он, жучок. Но он не совсем замерзает, потому что это лосось. Вот. Ох, какой жирненький. А здесь жучок из скумбрии. Ну, все увидите. Все впереди. Это заготовки, потому что у меня и внуки, и дети любят эти вкусняшки. Сын обычно консультируется. Если что-то не знает, расскажи, папа. Ну, или мама. Хочу поблагодарить всех тех, кто подписывается на мой канал. И хочу нескромно заметить, а что вы ничего не пишете? Судя по статистике, которую я смотрю, меня смотрят мужчины. Они, видимо, гордятся тем, что мужик вот это делает, готовит. Да, наверное, все мужики такие. А женщины как-то скромненько посмотрели в кусты. А хотелось бы какой-нибудь комментарий, какое-нибудь там желание, какой-нибудь там вопрос, какое-нибудь там опровержение чего-нибудь. Я был бы очень признателен всем тем, кто на меня вновь подпишется и будет более смел и дерзок. Всем приятного просмотра. Я буду стараться.